Я снова рад вас приветствовать, ребята, на канале Великий Манипулятор. Я решил выпустить снова небольшое коротенькое видео. Хочу с вами разобрать прошлые новости, сегодняшние новости, а также будущие новости, которые скоро появятся. И посмотрим, как это будет реагировать в дальнейшем на криптовалютный рынок. Итак, в частности, давайте начнем по биткоину. Биткоин у нас, как вы видите, 2 дня проваливался очень сильно. Дошел до отметки, до уровня 18 232 доллара. Это если смотреть на биржу Binance. Как мы видим, пошел очень хороший откуп в данном районе. И возможно мы даже вернемся обратно на 19 400 долларов. Ну посмотрим, сможем ли мы откупиться. Есть ли силы у быков, чтобы откупить это дно и снова вернуть биткоин в диапазон 20-22 тысяч долларов. Почему это произошло? То есть никаких особо новостей не было, но как вы знаете, 21 сентября будет заседание ФРС. Можем посмотреть на их календарь. Вот здесь будет среду 21 сентября. И что мы здесь видим в конце дня? Мы видим, что будет решение по процентной ставке ФРС и остальные очень важные новости. Поэтому все наше внимание приковано к 21 сентября, что там произойдет, и только от этого мы будем уже понимать, что будет происходить дальше с биткоином и как нам в дальнейшем двигаться. То есть, как я и говорил, нас просто закрыли в данном диапазоне, в котором мы находимся, в уровне 22 500, 19 тысяч долларов, вот примерно в этом диапазоне. И мы просто в этом флетимся, в данном диапазоне. Здесь нам устроили очень и очень шикарные такие американские горки. Вот, как вы можете видеть, снизу полет и вверх-вниз. И так будет продолжаться еще, ребята, очень долго. Поэтому не думайте, что, возможно, мы сразу очень быстро пойдем вверх и полетим to the moon в новый бычий сезон. Да, это возможно, но вероятность такого очень маленькая. Длинные позиции больших инвесторов, они должны набираться очень долго и в определенных диапазонах. За такой очень короткий срок, в котором мы здесь находимся, ребята, это очень мало, чтобы киты могли накопить свои активы. Но чтобы их накопить, нужно также иметь и на биржах. Для этого майнеры должны продавать свои биткоины. То есть некоторые майнеры капитулируют, которые более мелкие, а крупные же наоборот поглощают более мелких и начинают добывать еще больше биткоинов. Для того, чтобы набрать позиции, нужно иметь также биткоины, чтобы были в обращении. Как вы знаете, их не всегда достаточно для того, чтобы киты могли закупиться. Здесь мы, ребята, хотел обратить ваше внимание, что мы здесь находимся около 3 месяцев в данном диапазоне, 97 дней. Смотрите, хотел обратить ваше внимание на прошлый медвежий рынок, который был. Вот мы находились у самого дна, можем также посмотреть, сколько мы здесь находились. Допустим, от данных диапазонов до этого роста, который вышел, снова дал нам другой диапазон, мы находились 131 день, то есть приблизительно 4 месяца. Но здесь еще очень огромных институционалов и инвесторов не было. Они уже появились в данном диапазоне. Здесь же, как вы знаете, у нас уже институционалы есть, хедж-фонды и тому подобное. Поэтому в данных диапазонах, ребята, мы можем находиться очень и очень долго. Провалимся ли мы вниз? Все задают вопрос. Будет ли еще перелой данного минимума, который сейчас на данный момент есть? Ребята, я на данный момент считаю, что не будет, но все возможно. Почему считаю, что не будет? Думаю, это довольно хороший ценовой диапазон, который можно набирать данную позицию по биткоину. Но все может быть при одном условии. Если же мы буквально сегодня и завтра будем находиться в данном диапазоне, а по ФРС выйдут очень плохие новости, ребята, мы можем, естественно, пролететь вниз. Поэтому, чтобы остаться в данном диапазоне, нам нужно хотя бы снова подняться в район 20 800 долларов, хотя бы где-то в этот диапазон, а желательно еще выше, то есть за сегодня и за завтра, чтобы, если выйдут плохие новости по ФРС, чтобы мы не пробили данный лой, который здесь уже находился. Но есть такой также вариант, ребята, что данное снижение, которое мы увидели вот в течение 2 дней, а также перед этим в течение нескольких дней, что возможно это уже залаживалась цена на те плохие новости по ФРС, которые выйдут именно в среду. Так что наш ориентир, ребята, все на среду. Но еще раз повторюсь, то это, ребята, очень и очень большие американские горки, которые нам устроили. Поэтому пристегнитесь получше, тогда мы лучше взлетим. Дальше, ребята, что у нас по эфиру? Перешел эфир уже на Proof of Stake, но как цена отреагировала? Как вы видите, цена пошла наоборот на снижение, а не наверх. Почему это произошло? Как вы знаете, есть
одна очень хорошая пословица в криптовалютном рынке, да и вообще в любых рынках. Покупаем на слухах, продаем на новостях. То есть слух о том, что эфириум перейдет на Proof of Stake, он вот здесь находился. Вот отсюда уже за счет этого слуха и мы пошли в данный рост. Я, естественно, как и все, ожидал, что мы, возможно, вернемся после того, как перейдет эфириум на Proof of Stake в район 2000 или 2200. К сожалению, этого не произошло. Я теперь проанализировал снова это высказывание и пришел к выводу, что действительно мы не должны были возвращаться в данный диапазон. Этим правилом я не учел, я его проигнорировал, поэтому не получил того движения, от которого ожидал. Так что давайте запомним это, ребята, еще раз правило. Покупаем на слухах, продаем на новостях. XRP, ребята, по XRP вышли такие и хорошие, и непонятные новости. Практически 3 дня, ребята, мы наблюдали довольно очень хороший рост. Давайте посмотрим, сколько он дал от лоя до хая вот этого маленького. Так, мы видим, что около 24%. Но, как вы знаете, вчера биткоин начал проваливаться, и мы пошли вследом за ним. Ребята, могли пробить уровень 38 тысяч, и была возможность, естественно, здесь у нас закрепиться, и чтобы дальше продолжить определенный рост. Но, к сожалению, биткоин пошел вниз, и, естественно, весь криптовалютный также рынок пошел за ним. Поэтому мы все-таки, к сожалению, провалились. У меня есть XRP в моем кошельке. Я слежу, как разворачиваются их события в суде SEC против Ripple, поэтому держу себе несколько тысяч. Неплохая компания, да, есть очень много претензий к компании Ripple и также к ее токену XRP. Очень много хейтеров по поводу данной монеты, но я скажу вам, ребята, свое личное мнение. Когда хейтеры увидят данный актив, сейчас вам покажу, что я хочу вам сказать. Когда хейтеры увидят, что данный актив будет в районе около $5, поверьте мне, все скажут, что у них где-то на кошельках там завалялось несколько тысяч XRP, либо где-то им когда-то подарили, где-то на кошельке, и они забудут, что у них был XRP. Это 100%. И, ребята, когда мы увидим XRP в районе $5, увидите, что вот такие новости от супер крутых криптоблогеров очень много появится. Поэтому я не удивлюсь, что именно такие видосы у них появятся на их канале. Все можно говорить про XRP, какие они хорошие, либо какие плохие. Нас интересует то, что мы можем получить от данного проекта, от данного токена и заработать себе определенную прибыль. Потому что если так судить, можно судить о любом токене, о любой монете, а также само от биткоине, насколько он хороший или насколько он плох. Я с нетерпением жду, конечно же, окончания уже данного судебного процесса, который будет предрешен уже где-то около в марте следующего года, 2023 года. И тогда мы можем уже увидеть, что будет происходить по данному токену XRP. Так что у кого есть на кошельке данная монета, ребята, смотрите за новостями, пока все у них нормально. Пока нет ничего такого очень глобального, что они могут проиграть данный суд. И напоследок, ребята, монета, которая идет против рынка. Это монета, которой у меня есть разбор по данному видео. Справа вверху здесь появится сейчас сноска на данное видео, ребята. Это Helium. Helium идет против рынка, как вы видите. Не то что против рынка, а против биткоина. Дал за сегодня довольно существенный такой хороший рост. Сейчас давайте вместе посмотрим. Около 20% на дневной свече. Это довольно много, с учетом того, что биткоин сегодня проваливался. Абсолютно реагирует по-другому на биткоин. Также сам на криптовалютный рынок. К сожалению, с большим сожалением, не вижу я той цены, по которой я хотел закупиться. Как я в своем прошлом видеоролике говорил, что я ожидаю все-таки данный актив в район где-то $2 и $1 в данном диапазоне. К сожалению, на данный момент актив не пришел в эту зону, хотя я очень его там жду. То есть я хочу закупиться данным активом только в этой зоне. Очень он мне импонирует, данный проект, очень хочу его иметь в своем портфеле, как недавно один из криптоблогеров говорил, что поскольку Solana выпустила свой мобильный телефон, а как вы знаете, Helium работает для 5G интернету, то есть возможно они сделают какую-то коллаборацию между собой, поэтому очень есть большие шансы, что Helium действительно может взорваться в следующем бычьем рынке. Поэтому, ребята, если есть у кого-то какая-то информация по поводу еще Helium, сбросьте, пожалуйста, мне ссылку на данную информацию в комментариях
под этим видео. Вот так что, ребята, что я хотел рассказать, это все. Ждем, естественно, ребята, 21 сентября, и тогда мы можем уже увидеть и уже принимать какие-то решения, что дальше будет с биткоином. Будем ли мы переписывать лой, который уже был в данном медвежьем рынке, либо же мы удержим данный диапазон, в котором мы находимся, и уже потом будем лететь в to the moon. Ну а с вами, как всегда, был Серж на канале Великий Манипулятор. Всем хорошего настроения, ребята. Всем пока.